Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Пиншоп полезный и не очень. Ко мне сегодня добралась моя долгожданная посылочка. Шла она ровно месяц. По названию, я думаю, вы догадались, что это телефон. Но необычный, ребят, телефон. Телефон, который я очень ждал. На сегодняшний момент я считаю этот аппарат самым сбалансированным телефоном в диапазоне до 25 тысяч рублей. Вот он сейчас на первом месте. Но, подчеркиваю, лично по моему мнению. Realme GT Neo 3. Нашумевшая новинка. Телефон очень интересный. И я считаю, действительно достойный внимания каждого, кто более или менее задумывается телефоном, который был бы и для игры, и для съемок. Буквально для всего. Я считаю его золотой серединой. Но перед тем, как мы вскроем и я продемонстрирую данного красавца, хотел вас попросить подписаться на канал, если до сих пор не сделали этого. Подписываться в социальные сети. Инстаграм, ВКонтакте, Яндекс.Дзене. Я периодически пощу интересные новости из мира IT. На Рутюбе завел канал. Переходите, тоже подписывайтесь. В общем, будем на связи. Ну а теперь погнали. Вот в такой коробочке он у нас приехал. Такая посылочка шла, она ровно месяц. Да, ровно месяц. Я вот заметил, все посылки приблизительно в эту дату сейчас стали укладываться. То есть раньше можно было и за 3 недели дождаться. Но сейчас, если у вас опять-таки посылка дороже $150, то она будет приходить вам приблизительно вот в этот диапазон. Давайте вскрывать. Ах, мне интересно. Действительно, Realme GT Neo 3. Сколько эта моделька нашумела. Столько она наделала шума в интернете, что аж у меня чешется руки быстрее ее открыть. Посмотреть на этого героя, красавца. Да, ребят, напомню, эта модель у нас китайская версия. Глобалочка есть, но она намного дороже. У нас в ритейле она стоит в районе 44 тысяч. Но это куда годится? Это очень дорого. Хотя единственное, чем она будет отличаться, забегая наперед, скажу, это отсутствием 20-го бенда. Все, ребят, больше ничем. Совершенно такая же модель. Ага. Раз. Ну, раз. Ага. Все, больше здесь ничего нету. Выкидываем. Ага. Вижу сразу же здесь переходничок, но опять замечаем, что это китайская версия. Так, скотч. Странно, обычно запечатано более лучше, качественно. Как-то так немножечко халтурно. Ну ладно, ничего. Далее. Ага. Сам аппарат. Такой. Немножко поцарапанный, конечно, здесь. Видим. Сильная упаковочка. Давайте глянем. Все у нас здесь на китайских иероглифах. Версия 6, 128 гигабайт. В синем цвете. Так, далее. Так, далее, что на здесь матрасе? Далее. Китайский переходничок. Так, ну все, больше в матрасе ничего у нас нет. Давайте же наконец-то вскроем его. У меня просто руки чешутся. Realme GT Neo. Очень стильная такая длинная упаковка. Знаете, ребят, мне напоминает, что я просто GT Neo еще не вскрывал. Может быть, до этого они такие же были коробочки. Вот, по крайней мере, у меня в руках их не было. Но я вскрывал OnePlus. У них тоже такая длинная коробочка. Единственное, она у них красная была. Да. Так, ладненько. Это все лирика. Давайте приступать. Наконец-таки вскрывать его. Вот. Ах, какая красота. Не получилось. Давайте еще разочек. Оп. Надрезали. Вот. Упаковка очень сильно сделана. Просто топ, я бы сказал. От GT Neo Realme. Такая желтая вставочка. Очень прикольно выглядит. Барабанная дробь. Опа.
Картон такой плотный. Ах, ребята, сразу же китайский аромат пошел. Да, чувствуется. Не сильно, конечно, но в нос бьет. Замечаю сразу такой язычок. Оп. Конвертик с надписью Realme. Ну, я так подозреваю, здесь написано «Добро пожаловать в семью». Что-то типа этого. Далее у нас здесь макулатура Realme. Думаю, гарантийные талоны, все эти приколюхи. Все. И все, ребят. Видим тоненький конвертик такой, в котором больше у нас ничего нет. Странно. Такие две брошюрочки маленькие. Хотя и правильно, я не понимаю на самом деле, зачем зачем переводить наше дерево на макулатуру, которая, в принципе, никто никогда не читает. Так, дальше. О, вот это очень приятно, ребят. Все язычки стоят. Вот это вот, чтобы не натянуть ничего, а аккуратненько так оп, приподнять. Вот он наш агрегат. Красавчик. О, ребят, ну как он цвет. Это топ. Это просто топ. Да. Ладненько, отставляем его пока в стороночку. Мне интересно, я еще ни разу такие аппараты не вскрывал. Такая вот подложечка. Выполнена из такого пластика. Так, далее. Далее нас встречает. Смотрим. 80-ваттная зарядка. Есть, кстати, версия, ребят, со 150-ваттной зарядкой. Но я взял на 80 ватт. В принципе, вполне хватает. Заряд такой он тяжелый, ребят, пипец. Да. 80 ватт. Супер чарж. Ребят, интересная градация. Я не знаю почему, с чем это связано. По-моему, версия 6.128 на 80 ватт. То здесь аккумулятор у нас на 5000 мАч. Что удивительно, версия, которая поставляется 150 ваттной зарядкой, она еще идет на 8256 гигабайт. Она у нас всего на 4500 мАч. Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5, 10 пятого. То есть аккумулятор у нее стоит меньше, ребят, представьте. То есть вроде вы покупаете телефон, у которого больше адаптер питания, но аккумулятор они ложат меньше. А в версию, где у вас поставляется зарядка на 80 ватт, у вас аккумулятор больше на 5000 мАч. Очень странная, конечно, логика у китайцев. Если вы ложите мощную зарядку, то и аккумулятор там должен быть мощный. Логично, получается, положили мощную зарядку, но уменьшили аккумулятор. То есть очень странная логика. По мне непонятно. Ладно, это все лирика, это так отступление сделал. Давайте приступать дальше. Такой вот чехол. Чехол, конечно, самый обычный, но одно радует, что он непрозрачный. Прозрачно покрывается тут же желтыми пятнами и становится таким очень неприятным. Видим, язычка здесь нет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Обычный, вполне обычный чехол. Так, далее. Скрепочка. Тоже вполне обычная. Ничего такого сверх. Ну и шнур. Шнурок у нас на USB. USB Type-C. Да. Все, ребят, больше ничего нет. Больше у нас ничего в комплекте нет. Вот такая вот у нас простая лаконичная упаковочка. Давайте мы все это дело уберем. И приступим к нашему красавцу. Вид, конечно, просто невероятный. Освобождаем его от такой вот смирительной рубашечки. Вот. Как он, ребят? Ну согласитесь же. Ну, просто жир. Наклеиваем ненужную. Вот. Оп. Вот эти две такие полосочки. Смотрится, конечно, просто шикардос. И включать его. Оп. Есть. Высветилась надпись Realme. Так, сразу смотрим. Пленочка у нас наклеена. Еще бы она не была наклеена. Либо олеофобное покрытие хорошее. Сходу. Так, пока у нас включается, давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления.
С правой стороны у нас расположился бы, ребят, это китайская версия. Давай. Ну, русский язык у нас присутствует, поэтому без проблем. Принимаем все. Принимаем. Видим, что у нас здесь отпечаток пальца. Кому-то это нравится, кому-то не очень. Я бы, конечно, на самом деле предпочел бы вот здесь боковые кнопочки. Мне так больше нравится. Я не знаю почему, я просто привык. Но это тоже неплохо. Так, пропускаем. Конечно же, жесты. Следующий. Понятно. Добро пожаловать. Так, ладненько. Давайте, ребят. Учился он у нас очень быстро, в отличие от тех же Xiaomi. Ну, свои особенности. На правой стороне расположилась кнопка включения. На нижней грани у нас динамик. Разъем для зарядки Type-C. Микрофон. Лоток для сим-карты. Сейчас мы сразу же откроем, проверим. Две сим-карты, больше нельзя разместить. Ну да, две сим-карты. С левой стороны у нас качелька регулировки громкости, две кнопочки вверх-вниз. Сверху у нас на верхнем торце динамик. Здесь стерео, ребят, снизу и сверху. И микрофон. Все. Здесь у нас решеточка. Решеточка динамика. Ну и камера. Камера у нас по центру. Кому нравится, кому нет. Мне, в принципе, особо без разницы. Давайте сразу проверим, как у нас работает отпечаток. Оп. Быстро. Так, ну что, запускаем. Да. Вот эти все китайские приложения можно удалить 3 секунды. Здесь у нас стоит экран Super AMOLED на 6,7 дюйма с разрешением 1080 на 2412 пикселей. Соотношение сторон у нас 20 к 9. Плотность пикселей у нас составляет, ребят, 394 ppi. То есть никаких пикселей размером с кулак вы видеть точно не будете. Частота обновления экрана, ребят, у нас 120 Гц. Максимальная пиковая яркость его составляет 1000 нит. Заявлена поддержка HDR10+, цветовой охват у нас здесь 100% sRGB. Заявлено также Always On Display, DCI-P3 и Descending. То есть можете смело с этим телефоном читать, играть в игрушки более 2-3 часов, и глаза у вас уставать совершенно не будут. За это не переживайте, ребят. Поверх всего этого добра установлено стекло Gorilla Glass 5-го поколения. Отпечаток пальца, ребят, как вы уже убедились, у нас встроен в экран, потому что здесь Super AMOLED. Кстати, непонятно мне, почему они здесь в боковую часть не встроили. Ну круто же, мне очень нравится именно в боковую. Ладненько, габарит у нас получается, высоту у нас 163,3 мм. Ширина составляет 75,6 мм. Толщина у нас всего 8,2 мм. Вес у нас 188 грамм. Материалы корпуса, ребят, это у нас, хотел сказать металл, но нет. Пластик плюс стекло. То есть лицевая панель и тыльная выполнена из стекла, за это не переживайте. А боковая рамочка, вот она вся, это у нас пластиковая. Сделано, конечно, под стекло, но это не стекло. К сожалению, прошли те времена 19-18 годов, ну, даже крайне 20 года, когда у нас телефоны были все металлические. Были времена, берешь телефон в руки и понимаешь, что это вещь. Ух, какие были времена, да. Да, трава зеленее, да и небо голубее. Эх, халды поймут. Сам экран по соотношению корпуса составляет где-то 87,5%. То есть небольшие края все-таки присутствуют. Знаменитая строчка их, смотрите, крутая, очень мне она нравится. Как вы уже заметили, ребят, у меня в цвете синим. Вот с такими двумя белыми полосками. Производители, я так понимаю, делали закос под Sport Car Ford GT. Выглядит прикольно. Также есть, ребят, цвет белый этого телефона и черный. Белый цвет, конечно, у нас с такими черными вставочками. На момент заказа я хотел его заказать, но, к сожалению, его не было в продавце. Поэтому пришлось в синем цвете брать. Хотя тоже вполне себе прикольно смотрится. И, кстати, есть еще версия, ребят. Наруто коллекционное издание. Стоит он на порядок больше, конечно, но он выполнен полностью весь в цветах Наруто.
То есть для фанатов аниме это самое-самое оно. Ребят, на этом видео буду заканчивать, не хочу я затягивать. Но смартфон получился крайне и крайне интересным. У меня есть много чего рассказать вам о нем. Видео я решил разделить на несколько частей. Следующую часть я выпущу позже. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие видео. Напишите, ребят, свое мнение о данном девайсе, какая альтернатива ему имеется. Мне будет очень интересно почитать и подискутировать. Также подписывайтесь на все мои социальные сети. VK, Рутюб, Яндекс.Дзен, Одноклассники. В общем, будем на связи. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.